Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. И с чего бы, господа, хотел я сегодня начать? Во-первых, хочу вам сразу немножко заинтриговать. Впереди у нас с вами будет такой очень интересный еще дополнительный обзорчик. Я вам покажу еще один фактор, который влияет на курс доллар-рубля. Мы его на самом деле давно знали, но сейчас фактически это, можно сказать, окончательно сложилось все в елочку. Мы дополнительно сделали еще один график, мы его впереди посмотрим. И на самом деле там будет очень наглядно видно, на самом деле, что происходит с курсом. Да? И смотрите, как я вас и предупреждал вчера, что мы можем выйти 96,5-97. Ровно то мы с вами и получили. Ровно тот курс, который я вам сказал, где с большой вероятностью остановка будет. До 97,5 мы не дошли. Для тех, кто видео смотрит впервые, еще раз напоминаю, курс искусственный, да, факторы, которые влияют на него, мы будем смотреть на самом деле и сейчас исключительно в рамках того, что работает здесь сейчас, а чтобы понимать общую систему и чтобы мы не удлиняли видео, потому что, еще раз говорю, да, не получается делать короткое видео, когда ты не просто рисуешь стрелочки и уровни, да, а и когда ты проводишь многофакторный анализ. Не получается сделать короткое видео. Поэтому тут два варианта. Либо идете смотреть шортс, которые будут в конце, да, они там буквально по 1 минуте. Либо тогда, как говорится, запаситесь терпением и смотрите до конца. Тем более, еще раз говорю, сегодня мы с вами разберем еще один очень фактор подробно. Он на самом деле имеет сейчас ключевое значение. Я вам это прям докажу. Вот. И вы тогда убедитесь окончательно, что никакие прогнозисты, аналитики, их даже не прогнозистами, не аналитиками я назвать не могу, это просто художники, рисующие картинки, на самом деле не понимающие ни на чем ходит рубль, ни на чем ходит доллар. И такие, естественно, прогнозы быть просто не могут. Поэтому будьте очень осторожны с таким прогнозом. Ни в коем случае не ведитесь на все их, как говорится, выводы на своих картинках. И сейчас вы во всем этом убедитесь. Значит, смотрите, господа, давайте начнем с того, посмотрим все-таки наш календарь. Что мы сегодня ждали, господа, да? Значит, первое. Мы ждали речь членов ФРС Кашкари. Потом ждали честно выданных... Ой, простите, куда я залез? Мы уже идем уже в среду уже. Простите, у нас же сегодня уже среда. Протокол заседания кредитно-денежной политики в Японии. Как я вам говорил, это фактор достаточно серьезный, который по факту мог тоже довольно сильно повлиять на доллар. И на самом деле, смотрите, господа, сегодня очень показательно, опять очередной момент, да, вот он, доллар-рубль, вышел всего на 97, да? А смотрите, куда улетел уже индекс доллара. 106,80. Помните мои цифры, которые я вам не предсказывал, а прогнозировал? Я вам говорил 106,40, 106,60, 106,80. Вот они, пожалуйста, 106,80. Я вас предупреждал, что это будет, и объяснял причину. Причина, естественно, господа, нефть. Все было связано в очередной раз с нефтью. Почему так нефть важна, мы тоже с вами сейчас разберемся. Но для начала давайте все-таки пойдем по календарю, потому что на самом деле основной у нас анализ все равно окажется в конце. Смотрите, значит, протоколы заседания по кредитно-денежной политике Японии, да, это, естественно, могло дать сигналы о том, какая будет ситуация, связанная с возможностью дальнейшими ставками в Японии. Что, естественно, я вам говорил, может вызвать достаточно сильное влияние на ситуацию с долларом, потому что доходность облигаций, как я вам уже говорил, да, японские сейчас более доходные, но если, вернее, наоборот, они пока менее доходные, но если они поднимут ставки, они, естественно, станут более доходны, чем у американские, и тогда это приведет, естественно, к смещению, собственно говоря, спроса на японские облигации, что приведет фактически сразу к, можно сказать, обрушению финансовой системы. За этим все очень внимательно следят, американцы, естественно, контролируют Японию, поэтому все равно все новости оттуда, они являются достаточно серьезными с точки зрения воздействия. Да? Теперь смотрите дальше. Значит, Япония по большому счету ничего такого критичного не сказала, поэтому рынок в этом плане
чувствовал себя достаточно спокойно. Смотрите, дальше у нас было, господа, базовые заказы на товары длительного пользования. Я вам говорил, что это серьезная статистика, но вчера выходила еще более серьезная, когда индекс доверия потребителей. Индекс доверия потребителей, мы помним с вами, он упал, то есть это говорило о том, что потребители стали потреблять хуже в Америке, и, соответственно, это говорило о том, что, естественно, экономика начинает демонстрировать некие замедления, то есть инфляция все-таки заставляет потребителей меньше тратить, а это, естественно, приводит в итоге к замедлению экономики. И, естественно, базовые заказы на товар длительного пользования, они как дополнительный уже фактор, и они показали не снижение, а даже небольшой рост. Объем заказов на товары длительного пользования тоже немного увеличились. То есть, в принципе, по этим параметрам экономика США была неплохо выглядела, да? После этого, господа, мы с вами ждали запасы сырой нефти США. И я вам говорил про то, что это будет самый главный фактор, на который будет самая главная реакция индекса доллара. Он у нас, на самом деле, эти запасы еще выходили неофициальные, а непосредственно вчера в 23:30. Там они вышли немного плюсовые, там 1,5 миллиона баррелей в плюсе. А здесь, собственно говоря, вышли минусовые. И это было очень хорошо. На это сразу отреагировала нефть, господа. И мы увидели, что она в итоге сегодня пошла вплоть до выхода на 94. Это достаточно серьезный был такой, скажем так, вот видите, 94, график подгрузился, 94, и по факту это начинается опять попытки вернуться на 96. Я вам говорил, что почему так важна нефть, почему мы за ней следим, потому что никакие стрелочки, никакие уровни не предскажут так движение, собственно говоря, доллара, индекса доллара, как нефть. Если нефть идет на удорожание, индекс доллара начинает расти автоматом. Мы с вами говорили об этом. Вот он, смотрите, как он сегодня вырос с сегодняшнего дня. Вот он, да, 106.20. И вот мы видим 106.80. Ровно только на том, чтобы подавить цены на нефть. Я вам говорил, что американцы борются с нефтью. Борются они прежде всего потому, что, во-первых, нефть разгоняет инфляцию, во-вторых, она дает возможность зарабатывать российскому бюджету больше средств, да, и также в том числе для поддержания СВО. Поэтому американцы заинтересованы кровно в том, чтобы нефть, собственно говоря, снижать. Они за счет этого, именно для этого, придумали вот эту зеленую повестку по поводу того, что там борьба за климат и так далее. Все это бред и чушь. Основа была только на том, чтобы, собственно говоря, демонстрировать защиту своей собственной финансовой системе, потому что отказ от нефтепродуктов, соответственно, да, не будет создавать вот таких рисков. Вот я вам сейчас покажу, между прочим, была у нас сегодня такая информация, я сегодня ее кидал, там конкретно по поводу, скажем так, американской вот этой повестки, очень четко все это дело было описано. Сейчас я вам просто кусочек зачитаю, чтобы вы понимали, о чем я вам говорю. И почему нефть, опять же, в очередной раз, еще раз говорю, является основным и ключевым моментом. Вот по поводу Йеллен, смотрите. Странам со средним, низким уровнем дохода потребуется огромная финансовая поддержка со стороны богатых стран, чтобы отказаться от ископаемого топлива. То есть, фактически, они хотели посадить вот эти развивающиеся страны, те, которые в том числе живут за счет тех же нефтегазовых доходов, на иглу, финансовую иглу. А вот смотрите, что они говорили. Йеллен взялась за дело в 2021 году, назвав изменение климата угрозой. Вот обратите внимание, что она говорит. Изменение климата не угрозой человечеству, не угрозой того, что там будет проблема с природой. Нет. Угрозой финансовой стабильности. И призвав членов FOMC начать сбор данных о подверженности финансовых компаний и инфраструктуры этому риску. Вот о чем, господа, собственно говоря, речь. То есть на самом деле, вот с этой всей климатной поддержкой, всей вот этой вот зеленой повесткой, они заботились абсолютно не о планете, не о людях, не о природе, а о финансовой системе. Потому что, еще раз говорю, нефть напрямую в итоге завязана с долларом. Если пока цены от нефти, как говорится, на нефть не будут исключены из доллара, то есть непосредственно не будут рассчитываться в долларе, да, то эта система так и будет таким образом работать. То есть американцы с помощью своего доллара могут спокойно регулировать цены на ресурсы.
Они просто фактически поднимают цену на доллар и тем самым просто обваливают цены на ресурсы, покупая более по дешевым ценам и, соответственно, на просто напечатанную бумагу. Поэтому этот процесс пока есть, пока от него не ушли, эта система так и работает. Поэтому, когда мы пытаемся прогнозировать курс доллара-рубля, да, естественно, мы всегда учитываем ситуацию с нефтью. То есть, если нефть начинает дорожать, мы автоматом понимаем, что это приведет к укреплению доллара. Да? И вот покажите мне хоть одну там Фибоначчи, один какой-нибудь там уровень, который это сможет спрогнозировать. Ни один художник этого не спрогнозирует. Более того, про эти цепочки они даже не знают. Если вы напишите в комментариях, на чем растет доллар, они вам всякую фигню, простите, напишут, да, но никто не сможет объяснить реальные факторы. Поэтому еще раз говорю, напоминаю, следим за факторами, которые влияют и на доллар, и на рубль. Только тогда мы можем непосредственно создать какой-то реально близкий прогноз по курсу валют. Да? И когда там такие товарищи, как Биржевик, заявляют о том, что все это фигня, новости не работают, все херня, забудьте об этом, работают только алгоритмы и его рисунки, вот, господа, бегите от такой аналитики. Еще раз напоминаю, ситуация с нефтью на запасах, как вы видите, а я вас предупреждал, что от 92 мы опять пойдем восстанавливать 96. Естественно, этот процесс идет, и при том поддерживается он прежде всего за счет того, что все-таки спрос и предложение физический, да, он показывает, что на самом деле никакого замедления нет, никакой рецессии нет, про которую нас пугали, и вот здесь мы падали. Вот это что происходило? Вот опять же, спросите вы какого-нибудь чертителя, да, а что вот здесь падала нефть? Они вам расскажут, что здесь была коррекция, здесь была консолидация, потом пошла аккумуляция, потом пошла дистрибьюция. Вот они вам всю вот эту шпурь будет парить, но никто не будет знать, на чем это происходило. А я вам расскажу, я просто могу прям посмотреть любую точку графика и назвать, потому что я знаю, что все события там связаны. Вот это заявление Пауэлла было, когда Пауэлл заявил о том, что ставки будут дальше повышаться, не будет мягкой посадки, вот на этом нефть и повалилась. Доллар в этот момент пошел на укрепление, потому что Пауэлл его этим самым подкрепил, и после этого нефть начала валиться. Но валилась она ровно до того момента, пока не вышли данные по запасам. Первые запасы, вторые запасы. Вот и все, господа. Вот так надо читать график, а не линии. У меня тут тоже много всяких линий, всяких уровней, всяких даже целей. Вот смотрите, видите, у меня даже цель указывает 95,5. Если бы я был такой долбоящер, который вот, собственно, рисует эти графики, я бы вам сразу сказал, все, вот мы цена идем на 95,5. Почему? Да потому что туда у меня указывает цель. Все. Больше у меня обоснований никаких не было. Но я-то знаю, как это все работает. Я знаю весь механизм. Поэтому я могу без всяких вот этих стрелочек, без всяких там крестиков, ноликов, всевозможных там рисунков, все это вам без проблем, как говорится, спрогнозировать. Да? А это мне только как вспомогательные инструменты, на которых я могу ориентироваться, например, там в рамках какой-нибудь коррекции в тот момент, когда или там режим ожидания, я понимаю, что есть цена, где она находится в балансе. Вот и все, господа, чтобы вы понимали. Волатильность цены я могу тоже учитывать, да, по коридорам, допустим. Но это не является основой анализа. А у этих художников именно это является основой. Вот в чем разница. Теперь смотрите дальше. Про нефть мы разобрались, господа. Теперь давайте дальше. Значит, смотрите. После того, как вышли запасы, мы с вами ждали следующего. Индекс делового доверия Российской Федерации. Объем промышленного производства Российской Федерации, рост реальных зарплат в России, объем розничных продаж в России и уровень безработицы, господа, в России. И я вам говорил, что эта статистика на самом деле для нас важна с точки зрения, прежде всего, экономики России, насколько это будет влиять на ситуацию со ставкой, да? Значит, смотрите, по Российской Федерации у нас вышли данные следующие. Объем розничных продаж 11,0, предыдущий был 10,8. То есть немного объем розничных продаж улучшился. Уровень безработицы был 3,0, стал 3,0, без изменений. ВВП, господа, вот мы его тоже ждали. 5,1 был, прогноз был на снижение 4%, а в итоге 5,2.
Объем промышленного производства год к году за август. Предыдущий был 4,9, а факт 5,4. И рост реальных зарплат в России получается 10,5. Прогноз был 10,1, чуть снижение, а в итоге получилось 9,2. То есть фактически немножко рост реальных зарплат занизился, замедлился, да. Индекс делового доверия, смотрите, предыдущий был 4,5, фактически 4,4. О чем это нам, господа, говорит? А это нам, господа, говорит о том, что, собственно говоря, российская экономика чувствует-то себя неплохо. Что, несмотря на всю вот эту ситуацию с подъемом ставок там и так далее, да, с сильным ослаблением доллара-рубля, да, вообще рубля ко всем валютам, в принципе, потому что мы уже говорили, курс-то на самом деле искусственный. И вот обратите внимание, насколько вырос доллар и насколько всего лишь поднялся курс доллара-рубля. Да потому что здесь чистой воды идут операции, связанные с ЦБ и Минфином. И сейчас я вам кое-что, господа, покажу. Еще один фактор, за которым мы достаточно тоже пристально теперь будем окончательно наблюдать, потому что я считаю, что он сейчас фактически является основополагающим. Я объясню почему. Значит, смотрите, ситуация какая. Здесь нам дают как бы сигналы на то, что здесь с большой вероятностью ставку можно опять, грубо говоря, поднимать. Потому что экономика устойчивая, никакого замедления не происходит. А борьба как бы с инфляцией основа основ все равно тоже в Российской Федерации. И, соответственно, это тоже должно косвенно в итоге повлиять на курс. То, соответственно, мы получаем сигнал, что могут ставку и поднять. И обратите внимание, при этом у нас доллар-рубль сегодня резко скаканул. Почему? Это мы сейчас тоже с вами, господа, разберем. Потому что на самом деле это подъем произошел буквально прям в последние минуты. Вернемся к нашему графику, где мы отслеживаем действия ЦБ и Минфина. Напоминаю для тех, кто смотрит, как говорится, канал впервые, да, они же наверняка многие привыкли видеть всякие только линии, стрелочки и вообще, в принципе, рассказы про рисунки, то здесь у нас, я вам сразу объясняю, вот эта вот секция юань к рублю, здесь происходит операциями Центробанка, через кросс-курс они управляют непосредственно курсом. Вот здесь происходит у нас евро-рубль, секция, где непосредственно работает Минфин, когда продает нефтегазовую выручку. Ну и вообще, в принципе, вот экспортная выручка, она реализуется именно в этой секции. У нас, господа, появилась еще одна секция. И я вам потом расскажу сейчас про нее. Вот это будет одна из самых важных. И вот здесь мы видим, смотрите, в конце дня конкретно раз и прям резкий был скачок по юаню. По юаню, по доллару-рублю. То есть вначале мы вроде бы как удерживались, потихонечку так на 96,5 выходили. А потом раз и в какой-то момент просто вылетели. Почему это произошло? Сейчас я, господа, вам все это дело расскажу. Значит, смотрите. После вот этих данных, да, у нас было еще кое-что. Речь председателя Национального банка Швейцарии Джордана. Там по поводу, собственно говоря, общей денежно-кредитной политики. Как вы знаете, весь основной финансовый сектор находится в Швейцарии, поэтому оттуда, в принципе, идет основное управление финансами, да, вот. Но, собственно говоря, естественно, все это согласование с американцами, вот, и это все это дело работает вместе, поэтому любые заявления оттуда, они, естественно, тоже приводят к тому, что начинает, собственно говоря, колебания сразу по курсу, по доллару-рублю, вернее, не по доллару, а по индексу доллара, соответственно, это все отражается на рынках и так далее, да. Там пока вот эту информацию я так и не нашел, никаких заявлений его, может быть, они позже будут опубликованы. А теперь смотрите дальше. 5-летние казначейские облигации, аукцион по размещению. Вот еще последний у нас был параметр, который мы с вами ждали. И смотрите, облигации у нас разместились плохо, потому что предыдущие были 4,40, а разместились... нет, неплохо, а наоборот, лучше, господа. 4,40, а стали 4,65. И смотрите, опять к вопросу, что на что влияет. Идем быстренько сюда. И мы видим картину следующую. А почему у нас так доллар, господа, еще рос, да? Опять же, к вопросу художников. Вот спросите, почему. Они не ответят, а я вам скажу. Понятно, что цены на нефть росли. А теперь смотрите на облигации. Облигации десятилетние, они продаются. И обратите внимание, пробили они вот этот такой условно технический уровень, да? Вот она, вот этот был аукцион в свое время, который разместили. И вот этот выпуск. И вот мы видим, как он постепенно практически весь уже слился. И по факту вот эти распродажи, естественно, привели к чему? Правильно, к вот этому росту индекса доллара. Потому что он как раз, собственно говоря, и пошел загонять всех
в эти облигации. А как это сделать? Правильно, вначале поднять индекс доллара, а во-вторых, доходность облигаций. И смотрите, у нас сегодня десятилетки опять на максимуме. Просто на максимуме. Что десятилетки, что двухлетки, да, они все на пику, они уже за 5%. Вот по двухлеткам просто уже за 5%. Они уже стремятся к 5,5. То есть опять к вероятности повышения ставки еще выше. Вот и все, господа. Вот это работает. Вот эти все линии и так далее, они только дополнительные. А основа основ, это надо понимать, как устроены инструменты. Надо понимать, какие взаимосвязи. И вот мы как раз здесь можем прям наблюдать, что вот пока у нас, смотрите, индекс доллара до 12 был в диапазоне, и по нефти, смотрите, сразу идем на 5-минуточку, да, и смотрите, она тоже у нас с самого утра потихоньку стала восстанавливаться. До 12 часов особой динамики еще не было, они только с 12 часов потихоньку начали уже подниматься. И вот когда уже вышли запасы, они вышли в 17:30, вот тогда пошли уже штурмы основные, вот они. Вот здесь появляются уже данные по запасам, вот появляется импульсный бар, и вот, собственно говоря, цену сместили и поперли. Потому что, понятное дело, погнали на 96. И, естественно, к этому времени, смотрим, а я вам говорил, что индекс доллара будет это делать заранее. Вот, смотрите, вчера в 23:30 вышли данные по непосредственно запасам вчера. Они показали, ну, немножко даже плюсовые запасы. И индекс доллара тут же пошел вверх. Все, он уже начал находиться на верхней границе. А вот когда вышли официальные, это уже с 5 часов, вот там он уже прям устремился. Вот она. Вот была небольшая коррекция, выходит запасы, и вот он все, пошел давить. И доллар-рубль к этому моменту, господа, сдерживался. Его вначале не разгоняли. Там 96,50, поджали, держали. Я просто когда вел непосредственно персональное сопровождение, да, сегодня, я непосредственно наблюдал за картиной, как он в итоге, я вам вчера предупреждал, что по юаню мы закрылись неоднозначно. И я вам говорил, что здесь большой вероятностью пойдет пробой 13.20. Если 13.20 выпустят, то мы увидим 13.25 по юаню. Вот оно так и произошло. И они вначале очень долго сдерживали. Они вот это 13.20 до 25 никак выходить не хотели. Очень была узкая свечка все время, да. А и так было с долларом рублем. Он у нас вышел тогда на 96,500 и держался. То есть вот по вчерашнему мы закрывались практически на 96,50. И здесь так и получалось. Долгое время держали. Я как раз вел в сопровождении. Я вам уже говорил, есть у нас такая услуга. Вот. И, собственно говоря, как только 96,50 продавили, в самом конце дня, после этого устремились к 97. Но что самое интересное, евро сегодня повело. Вот помните, вчера был такой выход за 103,5. И я на самом деле ждал, что может быть уже и 104, и 104,5 они могут в итоге по евро, собственно говоря, выйти. Но нет. Опустили ниже 102,5, то есть за 103 не пустили. Ну и вот это уже как раз вот тот самый диапазон 101-105. Вот тот, куда они по большому счету, скорее всего, могут в итоге дойти. Но риски уже на продолжение ослабления рубля, господа, возрастают. И я вам сейчас все покажу и объясню. Смотрите, значит, после вот этих всех данных я вам показал, как отреагировал рынок. Давайте еще посмотрим американский рынок. Это тоже будет показательно. Смотрите, вот он, S&P 500. В итоге пробил 280, до этого он долго держался. Но вот доллар начал давить, он с утра был вот здесь, до 4300 доходил. Вот так он держался. Потому что не было никаких больше новостей, да, и доллар вроде как должен был приостановиться. Но я, естественно, знал, что нефть выйдет с хорошими запасами. Естественно, на это отреагирует индекс доллара. Естественно, рынок останется под давлением. Но единственное, что, сразу говорю, как только индекс доллара перестанет давить, S&P опять вернется. То есть за 280 он еще вернуться может. Насчет 4300 под вопросом. Завтра уже готовится, собственно говоря, к выступлению еще Пауэлла, да, но это мы с вами сейчас разберем позже. Факт в чем? Вот смотрите, вот так и работает. Индекс доллара подавил рынок, выключил риск он, да, и в этот момент, как вы видели, сразу произошла реакция, соответственно, и вначале по нефти его сдерживали, но нефть, еще раз говорю, управляется сейчас спросом и предложением. То есть американцы, безусловно, на нее давят, они пытаются сдерживать, но полностью развернуть они сейчас не могут. По одной простой причине, потому что реальные сокращения экспорта, да, с точки зрения России и саудитов, они, естественно, к этому привели. Теперь смотрите дальше, господа.
Значит, что будем ждать завтра? Давайте просто быстренько сейчас пройдем, потому что дальше мы с вами будем разбирать ситуацию конкретно с управлением курса доллара-рубля. Вот сейчас мы с вами разбираем общую картину воздействия индекса доллара, и я вам говорил, что сам индекс доллара, безусловно, будет укрепляться и будет давить на курс. Но вот где он окажется, курс, это уже будет зависеть только от ЦБ и Минфина в рамках вот этого регулирования курса. Теперь смотрите дальше. Значит, что у нас будет в четверг? Индекс потребительских цен в Германии. Как вы понимаете, господа, это данные по инфляции непосредственно в Германии. Дальше, господа, вот оно начинается. ВВП США. Будет очень важный параметр. По нему, собственно говоря, будут как бы все ориентироваться, насколько есть рецессия, нет рецессии. На это может отскочить S&P 500, на это может пойти выше нефть. Индекс доллара, естественно, тоже постарается пойти выше, потому что, во-первых, если хороший ВВП, да, это значит, говорит о том, что будет повышать ставки. И рынок будет отскакивать как? Нет рецессии. Но с другой стороны, при хорошей экономике сразу повышается риск повышения ставок. Поэтому вот даже информацию, господа, надо правильно уметь читать. Почему вот эти клоуны, которые рисуют, да, и уверовали в том, что новости и все это такое не работает, да? Потому что с информацией надо уметь работать. Потому что с одной стороны, вот когда вы читаете учебники, да, ВВП растет, отлично, экономика, значит, развивается, все хорошо, и это положительно. И это было бы так, если бы это не было бы сейчас, когда в данной ситуации мы находимся в ситуации жесткой денежно-кредитной политики, где американцы создают искусственную рецессию, пытаясь остановить экономики. И с одной стороны то, что хорошо, да, и если вы, как говорится, учили только учебники и не имеете никакой, как говорится, практики и понимая реально, как работает с информацией, то тогда вы, получается, не получаете ту информацию, которая есть на самом деле. И вы тогда, получается, действуете так, как вам кажется правильно. А на самом деле в итоге засаживаетесь туда, куда вас, собственно говоря, и хотели засадить манипуляцией. Потому что, когда мы понимаем, что ВВП растет, это хорошо для экономики, на этом должен реагировать, соответственно, индекс, например, S&P 500, там, валюта и так далее, да? Но вот тут же сталкиваемся с той проблемой, что хорошая экономика говорит о том, что вероятность повышения ставок от ФРС резко повышает. И тем самым мы понимаем и получаем обратный сигнал, что с одной стороны экономика растет, но с другой стороны вероятность ставок повышения растет, и значит рынок может даже пойти наоборот вниз. Вот так, господа, работает эта информация. А то, что эти рисователи там пытаются вам потом, грубо говоря, прочитать какую-то новость, да, пытаются ее привязать к тем рисункам, которые нарисовали, и вот так у них выглядит этот анализ. Это полное фуфло, это полностью вот просто симуляция, которая изображает якобы некую аналитику. Теперь смотрите дальше. Еще один параметр, который опять же, да, работает обратно. То есть число первичных заявок на получение пособия по безработице. Казалось бы, если вы там почитаете любые, как говорится, учебники экономики, да, число первичных заявок на получение пособия по безработице, это говорит, соответственно, о том, насколько крепкий рынок труда, да. И с одной стороны это хорошо, раз рынок труда крепкий, значит, что пособия должны сокращаться, и это, естественно, ведет, как говорится, к развитию экономики, да. А здесь все не так. Здесь опять, если пособие начинает сокращаться, значит опять вероятность повышения ставок растет. Почему? Потому что этот параметр является проинфляционный. Соответственно, если, как говорится, пособия начинают сокращаться, значит инфляция будет расти. А значит, соответственно, тут уже у американцев надо смотреть еще один спектр. Они на это рассматривают как на устойчивость своей экономики. А раз устойчивость экономики есть, то на самом-то деле это не про инфляцию у них, а это про то, что ставки можно поднимать дальше, опять давить цены на нефть. Вот и все, господа. Вот что надо понимать. Поэтому число первичных заявок на получение пособия по безработице, безусловно, для нас является одним из также важных параметров, на который опять будет реагировать индекс доллара. И опять может пойти на укрепление. Ровно то, о чем я вам все это время твержу. Что вся эта неделя на самом деле говорит о том, что индекс доллара будет только укрепляться. Я вам еще в самом начале обзора это сказал, когда делали в воскресенье обзор недели. Теперь смотрите дальше, господа. Дальше у нас получается международные резервы Центрального банка Российской Федерации.
По поводу пособий, кстати, еще раз говорю, если они будут сокращаться, то это однозначно укрепит доллар. Если будут расти, тогда с большой вероятностью он укрепляться не будет. Да? Но там еще и ВВП, а тут также может мгновенно спровоцировать подъем цен на нефть. Потому что, смотрите, надо еще такую цепочку понимать, что если, допустим, эти параметры устроит тот же ФРС, и индекс доллара на этом расти не должен, то тут же пойдет расти нефть. Потому что нефть будет расти, раз экономика нормально развивается, спрос и предложение мы видим, что, собственно говоря, запасы сокращаются, а значит спрос растет. И это, естественно, приводит к тому, что цены на нефть растут. А раз цены на нефть растут, с одной стороны мы получили данные, что доллар не должен расти, а он будет расти по одной простой причине, потому что он будет доить цены на нефть. Вот так, господа, работает настоящий фундаментал. А не то, что там взяли где-то в новостном там в Блумберге вычитали, потом на свою рисуночек на свой приложили и рассказываем, какая у нас аналитика. Поэтому еще раз говорю, внимательно следите за теми каналами, которые пытаются и мимикрировать под какую-то аналитику за счет того, что просто рисуя какие-то картинки и к ним пытаются привязать какие-то новости. И это называется работа с техническим и фундаментальным анализом. Фундаментальный анализ там на самом деле не имеет роли никакой. Там чистая просто вот имитация. Теперь смотрите дальше. Потому что, еще раз говорю, даже прямые новости надо уметь читать. Потому что в разной ситуации, с разной политикой, они по-разному будут воздействовать на рынок. Теперь смотрите дальше. Индекс, вот по поводу Международного резерва Центрального банка Российской Федерации, как вы понимаете, это тот самый, собственно говоря, бюджет, не бюджет, а резерв, который у нас заморожен, да, и, собственно говоря, мы там следим за ним, как он растет, как говорится, снижается. От этого, соответственно, как мы понимаем, в том числе может, кстати, зависеть эмиссия рубля, да, потому что замороженные деньги-то есть, а пользоваться-то мы ими не можем. Но под них печатают рубли, о чем мы с вами говорили, почему курс-то, собственно говоря, искусственный, почему идет девальвация. И сейчас еще один параметр мы с вами, господа, очень внимательно, как говорится, разберем, и в дальнейших обзорах он тоже будет все время присутствовать. Значит, теперь смотрите дальше. Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости. Это вот к вопросу как раз, как говорится, рынка недвижимости Америки. Там все очень нехорошо. По недвижимости у них все очень нехорошо. И это как раз к вопросу, прежде всего, и устойчивости экономики, и ситуации, конечно же, с инфляцией. Потому что чем выше инфляция, тем, соответственно, покупки домов американцам недоступны. Теперь смотрите дальше, господа. Еще один важный будет завтра у нас момент. Это Московский экономический форум. Там будет выступать и Заботкин, и Набиуллина, и Решетников. Все вот эти товарищи, которые нам много чего говорили, мы с вами вчера разбирали, позавчера разбирали, все их заявления. По поводу того, что они как раз, кстати, очень не хотят, тот же ЦБ, вот прям противится изо всех сил, не хочет вообще, чтобы вводили какие-то там мембраны. Это мы с вами тоже потом в телеграм-канале посмотрим. Так вот, вот этот момент, именно словесные интервенции, которые могут поступать с экономического форума, вот к этому надо быть готовым, господа. И, как вы понимаете, та же Набиуллина и так далее, они могут курс как развернуть в одну сторону, так и в другую. Просто на непосредственно словесных интервенциях. Теперь смотрите дальше. Значит, аукцион по размещению 7-летних казначейских облигаций. Это к вопросу, как я уже сказал, как это важно. Если облигации хорошо размещаются, то, соответственно, доллар у нас начинает слабеть. Если, собственно говоря, наоборот, если они, как говорится, плохо размещаются, доллар начинает, соответственно, всех загонять в эти облигации. И, естественно, начинается опять укрепление доллара. Поэтому за этим тоже внимательно следим. И смотрите, господа. Еще одно очень важное событие – это выступление управляющего ФРС Кука и выступление главы ФРС Пауэлла. Вот это будет основа из основ, потому что как выступит наша Набиуллина, это повлияет на рубль, так же, как и выступит Пауэлл. Это повлияет, естественно, и на доллар, и на рынки, на все. Поэтому вот этот, господа, момент очень важен, за ним тоже будем внимательно следить. Ну а теперь, господа, я хотел бы перейти к тому, о чем я вам говорил. Значит, смотрите. Возьмем наш телеграм-канал и пойдем с вами к одному очень интересному сообщению сегодняшнего дня,
который на самом деле, я считаю, фактически и определил всю ситуацию, которая произошла и почему. Вот смотрите, кстати, давайте вот внимательно прочитаем. Это заявила Набиуллина. Китайский путь на финрынке вернет Россию туда, откуда он уже сумел уйти, Набиуллина. ЦБ РФ привела еще один аргумент против сегментации внутреннего и внешнего валютного рынка на основе изучения китайского опыта. КНР много лет пытается либерализировать контроль за движением капитала, тогда как Россия уже прошла этот путь. Напоминаю, господа, о чем идет речь. О той самой мембране, да, о которой, собственно говоря, заявил Решетников. Да. Он сказал, что давайте сделаем как по принципу у китайцев. А я напоминаю, есть у нас еще один фактор. Просто как мы уже договорились, что мы не будем смотреть все подробно сейчас, да, потому что, ну, чтобы видео все-таки было короче. Не получится сегодня короче, потому что очень много информации. Но стараемся все равно сделать покороче. Так вот, по юаню. Дело в том, что, как мы уже говорили, те, кто смотрит канал впервые, они могут не знать, да, что все у нас идет через управление, через юань, да, потому что одна единственная, как бы, дружественная валюта, нормально конвертируемая, это сейчас юань. Он напрямую привязан к доллару, именно офшорным юанем. То есть у Китая есть два юаня. Есть юань, который материковый, который подвержен денежно-кредитной политике, управлением ЦБ и так далее. А есть чисто рыночный юань, юань офшорный. Вот что предложил Решетников, да, что вот сделать такой же тоже российский рубль, я так понимаю, два варианта, который, так сказать, к рынку привязан чисто в воде, а другой как раз регулируется за счет действий Центробанка и Минфина, то есть с точки зрения там ставок, там 5-10 и так далее, да. И смотрите, офшорный юань, господа, да, чтобы вы тоже знали, очень важен. Почему? Потому что, смотрите, если он начинает укрепляться, это тоже автоматом приводит к девальвации рубля. Так как все-таки любое укрепление юаня против рубля приводит к девальвации рубля ко всему. Это и евро начинает укрепляться, и доллар начинает укрепляться. И если в этот момент ЦБ не проводит каких-то зеркальных сделок, да, вместе с Минфином, то тогда, соответственно, курс начинает ослаблять по рублю. А если, допустим, юань начинает слабеть, то тут как бы, да, должно быть обратный процесс. То есть рубль должен укрепляться. Но не тут так было, господа. Потому что когда юань начинает офшорный падать, в этот момент очень часто наш любимый ЦБ его начинает закупать. Его начинают закупать, тем самым опять приводя к девальвации рубля. И в итоге у нас и получаются вот такие коридоры. Зеркальные сделки происходят. То есть, допустим, юань дарит в этот момент ЦБ и, допустим, отправляет там фонд национального благосостояния. А Минфин в этот момент продает евро. Для того, чтобы как раз, собственно говоря, перекрывать вот эти смещения по курсу. И вот так они и работают, да. И наоборот бывает, что, например, юань, когда доллар там начинает расти, да, ЦБ начинает юань продавать для того, чтобы сдержать курс. Вот вы должны понимать, как работает механизм. И вот смотрите, что получается, что по поводу юаня, да, что ЦБ, собственно говоря, говорит, вот этот механизм, через такой же офшорный юань, неправильно, не нужен. Мы не за это. Сейчас многие смотрят на опыт Китая, мы изучаем опыт разных стран, потому что ни один опыт нельзя скопировать. Я думаю, все это прекрасно знают. Везде различаются условия, заявила председатель ЦБ Российской Федерации Эльвира Набиуллина в ходе лекции на экономическом факультете МГУ. В Китае, например, управляемый курс, множественность процентных ставок, ограничение на движение капитала, отметил глава ЦБ. Кто нам предлагает вот это использовать? Наверное, забывают посмотреть, что Китай уже несколько десятилетий, 2 десятилетия как минимум, пытается либерализовать движение капитала, финансовые рынки и так далее. Зачем нам двигаться назад? Я не понимаю, заявил председатель ЦБ. И ремарка Набиуллиной отсылает к недавнему выступлению главы Минэкономразвития Максима Решетникова, о чем мы только что с вами говорили, который предложил решить проблему высокой волатильности рубля и инфляции за счет изучения китайского опыта, где юаневый рынок подразделяется на внутренний и внешний, то, что я вам только что рассказал, и реализовать собственный аналог такой системы. ЦБ скептически относится к этой идее. Ну а теперь смотрите, господа. Какое сегодня произошло самое главное событие, на котором я больше чем уверен и произошла вот эта история, почему вдруг резко доллар-рубль, несмотря на то, что сейчас индекс доллара рос, да, но доллар-рубль вдруг неожиданно все-таки резко пошел на ослабление, я вам сейчас элементарно докажу. Смотрите. Вот у нас какое, господа, произошло событие.
то же время, вот смотрите, вроде бы короткая фраза, но надо уметь их читать, надо понимать, что здесь происходило. Вот эти рисовальщики, они даже на самом деле не поймут, как это все работает. А я вам сейчас прям пошагово покажу, как это происходит. Смотрите, в то же время негатива добавляет ситуация на долговом рынке. Минфин признал несостоявшимся 2 сегодняшних аукциона по размещению ОФЗ. На этом фоне индекс российских государственных облигаций снизился на 0,11% и достиг минимума с апреля прошлого года. Продолжающийся рост доходности облигаций увеличивает их привлекательность относительно фондового рынка. И казалось бы, ну и что нам это дает, да, как бы как обывателю? Обыватель как бы на это особо, ну, не состоялся, не состоялся. Но мы идем вот сюда, господа. Вот здесь, кстати, да, в телеграм-канале я уже выложил этот график, который вы сейчас увидите, да. Просто я также его выкладывал еще раньше тем, кто находился на персональном сопровождении, потому что, еще раз говорю, есть у нас такая услуга, там, например, если вы следите за курсами, там, да, и вам нужно, например, вовремя купить валюту, например, у нас по евро-доллару есть те, кто, например, очень хочет купить, и я сказал, как раз из евро, вернее, из доллара хотели перейти в евро, и я сказал, что сейчас доллар будет укрепляться, поэтому, как бы, евро как раз надо брать позже, когда вот как раз он будет там в районе 106-80, а то, может быть, и выйдет к 107. Поэтому, если вам нужно, например, такое персональное сопровождение, то у нас есть такая непосредственно услуга. Вот такой вот пост найдете, он у нас публикуется всегда в конце дня. Это полное сопровождение ваших сделок по акциям, по валютам, неважно. Вот такой пост находите, переходите, подаете заявку, и после этого с вами связываются. Так вот, господа, к чему я вам это все это говорю? Вот почему это так важно, и почему никакие там линии, да, никакие стрелочки не работают. Вот этот график непростой, я вам сейчас покажу. И прежде чем, смотрите, я вам покажу вот такую фразу. Мы на самом деле слышали ее до этого, но сейчас она приобретает абсолютно новый смысл. Это фраза от Мишустина. И он добавил, когда это была вот эта вся информация, связанная с бюджетом. Я специально этот кусок вырезал и дополнительно выложил. Он добавил, что дефицит бюджета будет покрываться в основном за счет заимствований, господа. То есть те самые ОФЗ, про которые мы только что прочитали, которые разместились плохо. Власти старались, насколько возможно, его минимизировать. Старались минимизировать его дефицит бюджета, насколько это возможно. И предусмотрели, что покрываться он станет главным образом за счет заимствования, заявил Мишустин. А вот теперь, господа, смотрите, те, кто канал смотрит давно, возможно, уже обо всем догадались. Те, кто канал смотрит впервые, они, возможно, сейчас начнут понимать. Значит, смотрите, идем вот сюда, вот тот самый график, который я вам показал в телеграм-канале. Вот это, господа, график тех самых облигаций российского ОФЗ. А вот это график, смотрите, господа, вот это индекс доллара, зеленый. А вот этот вот доллар-рубль, а синенький юань к рублю. Обратите внимание, насколько юань к рублю абсолютно с долларом-рублем просто идентичный. Разницы нету никакой. Видите? И посмотрите, как ходит доллар. Вот это, например, падение индекса доллара. А вы видите, чтобы в этот момент укреплялся юань и рубль? И доллар к рублю? Нет. Нет. Вот он насколько вырос. А вы видите, чтобы они как-то сильно укреплялись? Нет. Чуть-чуть вот под конец выросли. А почему они выросли? Да потому что облигации не разместились. Облигации не разместились. Если мы посмотрим внимательно, смотрите. Вот какую мы с вами, господа, наблюдаем картину. Вот обратите внимание. Когда у нас облигации размещались хорошо, видите, вот они. Это какой год у нас там? Это май 22 года. Смотрите. Вот они были вначале на пике, внизу, в самом низу были, да? Это было самое, как бы, низшее, как говорится, размещение, да? Самый худший вариант был. Это, возможно, СВО как раз было. Ну, конечно, 18-21 февраля, это вот оно, да? Как раз было вот это СВО. И обратите внимание, вот они идут размещения, и в этот момент идет укрепление рубля. Вот оно. И юань, обратите внимание, вот он, это кросс-курс как раз, про то, что я вам говорил. Вот они, абсолютно идентичные графики, смотрите, даже движения практически идеально одинаковые.
Вот оно, идет хорошее размещение, вот они, те самые заимствования. И вот мы видим укрепление рубля. Как только началось снижение, вот они, пошли падения по облигациям. Вот оно пошло ослабление рубля. Понятно, да? К чему я это все веду? Смотрите, исходя из того, что мы с вами получили, какую информацию, что дефицит будет покрываться за счет заимствований в основном. То есть задача, конечно, именно за счет облигаций. А как я уже сказал, облигации падают. И вам помните, я вам говорил, причина, почему я жду ослабления рубля. И вот мы идем сюда и читаем, что ситуация на долговом рынке Минфин признал несостоявшимся. 2 сегодняшних аукциона по размещению ОФЗ. Куда нас, господа, это ведет? Те, кто смотрит канал давно, уже поняли. Те, кто нет, сейчас узнают. Естественно, в денежную массу. В денежную массу, господа, которая выросла на 24,7 по сравнению с июнем, да, это вот то, что было. Новых данных они пока не публиковали. Но мы теперь понимаем, вот они, данные, которые за сентябрь и август, да, вот она выросла эмиссия 18395, 18559, да, а если брать с февраля, то с 16274 она выросла на 18559. Вот и все, господа, это эмиссия. Это эмиссия рубля, и почему я вам говорил о том, что мы будем внимательно наблюдать за тем, как эмиссия будет расти. Вот, кстати, смотрите, еженедельные значения. 15 число. Вот она тоже растет. Смотрите, тоже эмиссия растет. Это неделя. Нас интересуют прежде всего месячные. Отсюда вывод, господа, какой? Очень простой. Раз нету ОФЗ, то есть нету заемов, значит, либо нефтегазовые доходы, да? А тут вопрос, в чем они приходят, мы с вами говорили. Если это рупии, вы их конвертировать не можете, да? То есть продавать вы их не сможете. Значит, печатание рубля. И вот это очередной признак того, что эмиссия рубля будет опять возобновлена, видимо, в большем объеме. Тех пор, пока они не будут либо хорошо размещать облигации, либо, соответственно, получать в большом объеме нефтегазовые доходы, которые будут непосредственно конвертируемы, которые можно будет продавать, да, не как рупию, например, рубль никуда не укрепится, что и требовалось доказать. Поэтому появляются риски, что по юаню мы в итоге можем уйти и на 13.30, на 13.40. По курсу доллар-рубля мы можем уйти на 97-97,5. А вот тут уже вопрос, помните, за 100-то не должны запускать, да, потому что там у нас, собственно говоря, правительство, все будут очень сильно недовольны, как-то так, курс ослаб до 100, и тогда опять начнутся разговоры по поводу регулирования. Поэтому ЦБ Минфина, конечно, сложная задача. Им надо, с одной стороны, понятное дело, напечатать рублей, и в итоге фактически девальвирует рубль. А с другой стороны, курс тоже нельзя сильно, как говорится, отпустить, да? Поэтому вот пока вот этот 97,5 рисуется. И смотрите, господа, я это делаю не за счет черточек, не за счет стрелочек. Я вам даже, смотри, все это вам показываю, да, без каких-либо здесь начертанных уровней. Есть уровни конкретно внизу, но они обоснованы конкретно действием ЦБ и Минфина в рамках новой миссии. Вот была новая миссия, вот исходя из этого у нас эти коридоры появились. А не было бы новой миссии, у нас был бы другой рисунок. Поэтому все эти рисунки, они на самом деле имеют значение именно в рамках действий ЦБ и Минфина, а не каких-то просто начерченных уровней от хаев и лаев. Поэтому еще раз говорю, и анализ я вам делаю не на технике, а я вам конкретно привел все абсолютно доводы, почему это происходит. И вот этот график, господа, я подключил теперь сюда же. Это именно облигации. Мишустин нам четко дал сигнал, почему я вам сказал, умейте работать с информацией. Мишустин четко нам дал сигнал, чем они будут покрывать бюджет дефицита. За счет заимствований. Но если нет заимствований, то тогда остается одно печать. При том условии, если, конечно же, еще есть налоги,
Мы это тоже не забываем. Налоги у нас есть. Тем более сейчас подняли тарифную сетку, увеличили курсовые налоговые ввели, да, там эти, да, таможенные пошлины курсовые и так далее. То есть бюджет пытается заполнить всячески, не печатая рубль, но все равно печатания будет. И мы помним инфляцию, которую они ждут там чуть ли не на 8%. Поэтому, еще раз говорю, нету никаких признаков для укрепления рубля. Фундаментально, не стрелочками, не уровнем, фундаментально. Поэтому тут весь вопрос, как будет действовать, соответственно, ЦБ. В данный момент я вижу риск дойти до 13.30 по юаню. 13.40 это уже становится опасно. Тут они уже тогда разгонят курс доллара-рубля до 98. 97,5, 98 уже появится риск. Это я вам уже гарантию даю. А там уже вопрос опять включения каких-то мер, пугалок. 5-10 за 100 выпустить не должны. По евро они сдерживают вроде бы неплохо. Они как бы сейчас все-таки за 102,5 как говорится, не дают выйти. А может быть все-таки на 101, там 105 еще опустят. Также еще раз говорю, индекс доллара, надо понимать, он дальше будет еще расти. Он может дойти до 107, вот осталось ему не так много. А там опять забрежет 107.20, 107.40. И тут опять нужно будет Паул. Паул наверняка выступит негативно. Поэтому, господа, никакие стрелочки, никакие уровни. Следим конкретно за действием ЦБ и Минфина. В данный момент, по моему прогнозу, как я вам в принципе говорил, не вижу я никакого укрепления рубля даже до 95. Я вас сразу об этом предупредил. Не то, что там 92, 94, 90. Эти уровни вообще пока забыть, просто похерить на данный момент. Несмотря на то, что я видел там и в комментариях пишут, и многие говорят, да, перед выборами будут укрепления. Возможно будет, но это все будет, во-первых, временно. Во-вторых, для того, чтобы настолько сильно, резко будет опустить, это все-таки нужно будет достаточно сильные, как говорится, потратить золотовалютные резервы. Ну, по крайней мере, там юаня продать достаточно или евро, да. Поэтому, а потом еще и придется удерживать. Поэтому еще раз говорю, вот я вижу поведение конкретно, да, на ситуацию. И почему вот в конце вот этот был скачок, да, вот теперь становится и понятно. Облигации разместились плохо. А они их размещают, считай, по-моему, каждую неделю, если я не ошибаюсь. Аукционы идут каждую неделю. И вот, пожалуйста, вам лакмусовая бумажка. Плохо разместились. Вероятность эмиссии выросла. Вот она, пожалуйста, скачок. Естественно, он произошел прежде всего через юань. И это было очевидно. И так это, в принципе, все время и работает. Поэтому, еще раз говорю, по непосредственно прогнозу. Курс доллара-рубля может дойти до 97-97,5. Я это обговорил. И еще раз говорю, я не сторонник вот этих любителей рисовать 120, 130 и прочее. Потому что, еще раз говорю, это все фуфло, это просто высосано из пальца. А реальная ситуация все равно находится под контролем ЦБ и Минфина. Как я вам сказал, любые регуляционные меры включат, опустят, остановят торги. Что хочешь могут сделать. Отвалят, могут обвалить там до 65, грубо говоря. Если им это будет надо. Поэтому не забывайте, что этим всем управляет ЦБ и Минфин. И даже правительство пытается их еще в чем-то убедить. Вы посмотрите, что даже Набиуллина, как говорится, спорит там с Решетниковым, да? Но на самом деле все просто, банально и просто. Денег нет. Расходы настолько сильно растут в рамках СВО, да, что, соответственно, деньги надо где-то брать. А против нас, против России все время вводятся все новые и новые контрмеры. Пытаются вторичные санкции, дополнительные ограничения. Как говорится, пытаются делать все для того, чтобы привлекать в свой, например, там, американский этот госдолг, да, и давить, соответственно, на сырье и так далее. Поэтому надо понимать, все время новые санкции вводятся против банков, все время вводят новые санкции там даже против криптобирж, которые работают с Россией и так далее. То есть надо понимать, идет экономическая война. Поэтому, естественно, простых методов быть не может. Но еще раз говоря, не будьте в плену идиотов, которые там рисуют 200, 300, там, 150, 120. Они нарисовали этот график, они будут ждать его год. И будут потом рассказывать, если вдруг неожиданно туда придут, что же они об этом говорили. Еще раз говорю, курс управляется
сейчас чисто искусственно за счет действий Центробанка и Минфина. И весь вопрос только в том, какую верхнюю планку они сейчас поставят. Нижнюю планку мы уже фактически точно знаем. Она уже ниже 96 на данном этапе пока. Вот пока они там не проведут опять вот такую, например, ситуацию, когда резко прольют либо мощными интервенциями, либо, например, там опять заявят какие-то регуляционные меры, да, и на этом тоже произойдет такая коррекция. Например, Набиуллина завтра выступает, всех напугала, и раз произошло вот такой пролив. А на данном этапе, если брать чисто фундаментально, не воздействие какими-то дополнительными факторами, то вплоть до 97,5 можем опять по доллару ослабнуть. Вот это вы должны иметь в виду. 98 маловероятно, потому что, еще раз, за стол пускать никто не даст. И они с большой вероятностью вот этот диапазон преодолевать не будут. Нижнюю границу они держать будут. Да, вот ниже 95,5 мы, скорее всего, по доллару сейчас просто не увидим. Это 96, это в лучшем случае. А так, соответственно, все будет стремиться к 97,5. И в итоге, может быть, там в моментах на 98, там опять же могут быть интервенции. Поэтому, еще раз говорю, очень осторожно будьте. Тем более, я говорю, вот тем, кого я сопровождаю, например, по валютам, там, да, мы постоянно смотрим, вот там многие говорят, ну что, заходите, я еще раз говорю, не спеши, там будем брать чуть ниже и так далее. Поэтому здесь очень непросто, потому что вот эта ситуация регулируется искусственно. Вы предсказать ее не сможете, не начертите, не нарисуете. ЦБ может выставить 13.30, может поставить 13.40, потом резко обвалить, потому что, собственно говоря, проведут интервенции и так далее. На данном этапе мы видим ослабление по юаню как минимум 13.30. Не знаю, допустим, 13.5 и 13.40, пока маловероятно. Но и то, что точно пока на данный момент, это скорее всего не ниже 13.20. То есть уже вот ниже 13.20, то есть мы как бы думали тогда, ожидали, что пойдут на 13.10, пока нет. Возможно, когда, например, на следующей неделе пройдут новые аукционы, и, допустим, они по облигациям разместятся хорошо, но обратите внимание на этот график, он только вниз. Вот смотрите, это каждый, считай, день, да, вот просто мы видим, что он все ниже, ниже, ниже и ниже. Только ниже. Никаких подъемов, вот здесь была небольшая коррекция. А так смотрите, как плохо размещаются все равно облигации. Поэтому этот момент надо учитывать. Пока, соответственно, облигации падают, никакого укрепления не может быть. Потому что, как мы понимаем, бюджет должен перекрываться именно дефицит за счет заимствования основное, то, что заявили, да. А экспортная выручка, да, она у нас растет. Она растет за счет того, что цены на нефть растут, да. И, соответственно, Юрлс тоже растет. Но весь вопрос в чем приходит. А мы помним, что там была длинная доля юаней, рупий. И вот сейчас, тогда даже заявлял Решетников, по-моему, я не помню, или Орешкин, или Решетников, кто-то из них. Они заявляли о том, что да, там осталась уже маленькая доля. Большое было количество типа рупий, но сейчас она остается уже в меньшей доле. А Шохин тогда выступал на эту тему, кстати. Да, вот тоже был момент. Поэтому еще раз говорю, весь вопрос, в какой, собственно говоря, валюте приходит эта выручка. Кстати, смотрите, господа, еще один момент вам напомню. НДПИ, 28 число, вспомним, да? Это как раз тот самый момент, помните, когда мы вначале это все дело прогнозировали, и нам все время писали, вы вот забыли о налоговом периоде. Вот смотрите, вот сейчас конкретно, да, это у нас получается сентябрь, октябрь. Вот смотрите, сентябрь 30-го, сдача декларации была 25-го, а срок уплаты уже все, 30 число. Смотрите, вот в сентябре это 30 число. Осталось там 3 дня. Но вы видите, что никакого не происходит укрепления. Там начинают говорить, да, будет укрепление за счет продажи экспортной выручки. Ну вот здесь мы, допустим, видим, по евро идет какая-то продажа, да, но это никоим образом не дает укрепиться рублю. Не дает укрепиться рублю. Евро падает, понятно, еще под индексом доллар растет, евро падает. Это все понятно, но еще раз говорю, там курсы работают не так. Они сейчас управляются искусственно. Поэтому это надо четко понимать. Теперь смотрите дальше. По НДПИ, опять же, возвращаясь. А ведь мы помним закон, который позволяет не всю экспортную выручку вводить в страну. На самом деле экспортерам разрешили много экспортной выручки оставлять там, для того, чтобы покупать тот же импорт. Поэтому, еще раз говорю, не может она как-то сильно повлиять на укрепление рубля. Вот так вот, господа. Так, ну вот такая, господа, у нас получилась картина, собственно говоря. Поэтому, еще раз говорю, напоминаю вам, никогда не ведитесь
на все эти рисунки художников. Вот настолько сложный механизм, чтобы прогнозировать курсы. Поэтому, если, соответственно, вы хотите понимать, как это все работает, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций. У нас здесь, собственно говоря, тех, кто интересуется не только курсом до рубля, да, а вообще финансовыми рынками, канал у нас этому посвящен. Все абсолютно разбираем в подробностях, даем только самую главную информацию, не даем каких-то просто пустых сигналов, здесь заходим, там выходим, стоп там, take profit там. Если вы попали в позицию и в итоге не вышли, а остались в убытке, а вас забыли, вас заблочили и так далее. Это все стандартные процедуры любого телеграм-канала по инвестициям. Мы этим не занимаемся. Трейдинг у нас настоящий с умом, с головой. Поэтому и называется Trader Club. Да? Мы не просто там какие-то хомяки из пульса. Также напоминаю, что у нас есть непосредственно живой чат, который непосредственно позволяет всем подписчикам общаться друг с другом, выкладывать свою аналитику, споры, дискуссии, все что угодно. У нас все это разрешено. Единственное, что не надо спамить. Вот некоторые товарищи приходили, спамили, я это уже видел. Поэтому имейте в виду, также можете присоединиться, попасть в группу с такими же, как и вы. Также напоминаю, что есть у нас отдельная услуга, если вас интересует, чтобы вас сопровождали ваши сделки на протяжении всего дня, недели. Все это тоже у нас есть отдельная услуга. Прямо в течение дня, в любой момент вам скидывают аналитику, делают видеоанализ, рассказывают, показывают, отвечают на любые вопросы. Полное сопровождение, где лучше зайти, где лучше выйти с точки зрения фундаментально-технического анализа, а не просто техническо-фундаментального. То есть мы конкретно исходим из всего, что происходит на рынке. Поэтому, естественно, такой анализ, он абсолютно отличается от того, где бы либо вы бы его получали. В любой платной группе вас никогда в жизни этому не научат. Там только абсолютная чушь и бред, который из канала в канал одно и то же абсолютно. Поэтому не тратьте деньги на эти випки, полная хрень. Вот. Так что, если вы хотите действительно по-настоящему во всем разбираться, тогда, господа, следите за нами каждый день. Курс плавающий, ситуация меняется на рынках постоянно, ситуации, факторы воздействующие ежедневно. Поэтому, если хотите понимать, как это все работает, естественно, следите за нами каждый день. Также в пятницу мы, соответственно, будем подводить итоги всей недели, потому что каждый день будем снимать, каждый день будем разбирать, а неделю потом будем подводить и будем подходить к воскресенью. После пятницы, в воскресенье будем делать обзор следующей недели. Новый календарь, новые факторы, новые взаимосвязи. Все это складываем, как говорится, в одну мозаичку, и после этого вам даем вердикт, что можно ожидать на следующей неделе. Поэтому, если не хотите ничего пропустить, если хотите реально понимать, как что работает, а не просто наблюдать за художниками, подписывайтесь на нас и будьте в курсе.